Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку роскошнейший пирог с нектаринами. Делается он буквально за несколько минут, плюс время на выпечку. Пирог, который получается всегда нежнейший, буквально пуховый на вкус. Посредством пирог получается очень недорогой, можно сказать бюджетный. Не будем использовать ни сливочное масло, ни сливки, даже сметану не будем использовать при приготовлении. Будем делать его с йогуртом такой средней жирности. Поэтому благодаря составу теста пирог получается необыкновенно легким на вкус, жирности не чувствуется. Здесь я разрезала еще пока в не до конца остывшем виде. Вот такой разрез получается. Вот так выглядит разрез уже в полностью остывшем виде. Пирог этот печется невысоким, размером с противень я его буду выпекать. Также под видео я, конечно же, оставлю вам точные граммовки на разные диаметры круглых форм, чтобы вам комфортно также было выпекать. Здесь, конечно же, важно выбрать хорошие нектарины. У меня здесь 5 нектаринов общим весом вот в таком виде с косточкой 820 грамм, то есть примерно 160-170 грамм вес одного нектарина. Они не должны быть очень мелкими. Конечно же, лучше брать нектарины премиум класс, чтобы они были в меру сочными, но в то же время не превращались в кашу, потому что есть нектарины очень такие нестабильные. И чтобы они имели все-таки вкус, потому что также есть нектарины такие пресные очень на вкус. Они не подходят, конечно, для этого пирога. Они должны быть кисло-сладкими. Но я думаю, это и понятно. Нарезаю нектарины вот таким способом, дольками. И остаточки, которые у нас остаются, я режу на такие фрагменты, треугольники, квадратики. И потом мы их все используем в начинку. Вы можете брать также килограмм нектаринов, но я уже из опыта знаю, что если брать 6 нектаринов, уже многовато вот для противня. Итак, сейчас приготовим само тесто. 6 яиц среднего размера, щепотка соли, 16 грамм ванильного сахара. Взбиваю до состояния пены. Здесь меньше минуты я взбивала. Добавляю туда 280 грамм сахара и примерно 2 минуты взбиваю вместе с сахаром. Дольше взбивать не нужно. Добавляю сейчас туда 200 грамм, говорю в граммах, растительного масла без запаха. Для теста я, как правило, использую именно рапсовое масло рафинированное, так как рапсовое масло не дает привкуса домашней выпечки в готовых изделиях. Также добавляю туда 280 грамм натурального йогурта, 3,5% жирности у меня. Чем жирнее йогурт будет, тем будет вкуснее. Но я беру средней жирности йогурт, естественно, комнатной температуры. И сейчас я просто очень быстро перемешиваю все это миксером. Буквально несколько секунд. Ничего взбивать здесь дальше уже не нужно. Просеиваю я сейчас туда 540 грамм муки. Я в 2 раза сейчас насыплю в сито муку. Затем насыплю разрыхлитель и завершаю все это опять мукой, потому что я не стала заранее смешивать муку с разрыхлителем, чтобы так было быстрее. И чтобы разрыхлитель у нас не потерялся, когда мы будем это все смешивать миксером, чтобы он у нас не распылялся. 15 грамм разрыхлителя туда добавляю. Я все это в описании напишу вам точный список ингредиентов. И размером на противень, и на уже круглые формы разного диаметра. Завершаю все это мукой. Сейчас я просто перемешиваю миксером. Никакой лопаткой я ничего здесь не вмешиваю. Это кексовое тесто обычное, очень простое, не бисквитное, поэтому все перемешиваем просто миксером. Вы можете все это, конечно же, готовить и без миксера. Это будет чуть подольше, но также это тесто спокойно можно приготовить при помощи обычного венчика. Вот такое достаточно жидкое тесто у нас получается в итоге. Это нормально, оно таким и должно быть. Добавляю сейчас остатки вот от тех нектаринов, которые мы резали, в само тесто. И просто аккуратно перемешиваю все это лопаткой. Заодно и тесто у нас все хорошо перемешается. Противень у меня стандартный, 42 на 32 сантиметра. Я его застелила просто бумагой для выпечки. Распределяю все тесто аккуратно лопаткой. И потом дополнительно разровняю все тесто шпателем. Вы можете также ножом разравнивать, если у вас нет шпателя. Это не столь критично. Но главное, чтобы поверхность была более или менее ровная у пирога. И сейчас выкладываю в виде таких колосков все дольки нектаринов. Как раз вот это количество нектаринов должно нам хватить. Нектарины я не до конца погружаю в тесто, так, чтобы они просто уже слегка держались. Потому что тесто будет подниматься у нас сейчас при выпечке. И нектарины у нас как раз погрузятся на достаточную глубину тесто, но в то же время их будет слегка оттуда видно. Здесь очень важный момент, что нектарины не нужно резать слишком тонко, где-то 5-7 миллиметров. Нектарины у меня достаточно уже поспевшие, но не переспевшие. Вот это очень важный момент.
Этот пирог я буду выпекать сейчас в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов Цельсия на режиме верх-низ без конвекции на среднем уровне ровно 30 минут. Это в моей духовке. Каждая духовка очень индивидуальна. Возможно, в вашей духовке понадобится чуть больше или чуть меньше времени на выпечку. И сразу хочу ответить на часто задаваемый вопрос в комментариях по поводу конвекции. Если у кого-то конвекция в духовке не отключается, следует пирог, да и любую другую выпечку выпекать при температуре примерно на 10-20 градусов ниже температуры, которая указана в рецепте. Это можно понять только опытным путем, применительно к каждой индивидуальной духовке. Итак, пирог у меня испекся, у меня прошло ровно полчаса. Нектарины очень хорошо запекаются, они полностью пропеклись уже, но они не превращаются в кашу, благодаря правильно выбранному сорту. Также это тесто вы можете использовать и для яблок, и для абрикосов, и для слив, и для персиков свежих. Это я все говорю про свежие фрукты. И, конечно же, вы можете и с ягодами это все выпекать, и с консервированными персиками, абрикосами. Это все на ваше усмотрение. Сейчас он у меня практически уже остыл до комнатной температуры, слегка тепловатый такой. Я его уже посыпала сахарной пудрой. Очень красиво он смотрится. И в разрезе, если вот таким образом его надрезать, как я сейчас разрезаю при вас, каждая долька нектарина будет видна в каждом кусочке. Нектаринов здесь очень хорошее количество. Если добавлять еще больше, то будет уже, во-первых, в разрезе более хаотично это смотреться, и уже будет такая определенная кислинка тогда у пирога. Здесь вкус очень сбалансированный. Если вы будете делать с кислыми абрикосами, тогда количество сахара в тесте грамм на 40 нужно увеличивать, потому что экстремально, когда кислые фрукты у вас, их, конечно, нужно чем-то компенсировать. Либо их нужно будет слегка карамелизировать перед тем, как их запекать, эти фрукты. Я думаю, что это и так понятно. В тесто помимо ванили вы можете добавлять любой ароматизатор. Во-первых, конечно же, цедру лимона. Можно также добавить одну капельку на все это количество теста ароматизатора горького миндаля, то есть как амаретто. Этого будет достаточно, чтобы дать очень утонченный вкус и сочетание с нектарином. Видно на видео, как я надламываю вилкой. Пирог действительно пуховый получается. Съедается мгновенно такой пирог. Вкуснейший, только могу советовать. Вот этот кусочек я уже разрезала в полностью остывшем виде пирог. Вот так идеально ровно он нарезается. То есть все прослойки нектарина видны. Я вам напишу в описании к данному видео еще граммовки на круглые формы разного диаметра, но там пирог будет слегка повыше. Поэтому выпечка в круглой форме займет немного дольше времени, чем вот на противень. Это всегда так бывает. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.